В этом видео покажу, как я варю борщ. Нам понадобится мясо свинины на кости. Первым делом сварим бульон. Мясо заливаем в кастрюле холодной водой, добавляем одну очищенную луковицу, солим по вкусу в зависимости от объема вашей кастрюли и высыпаем черный душистый горошек. Варить бульон надо минимум 1,5 часа. Пока варится бульон, подготовим все ингредиенты. Картофель. На большую 5-литровую кастрюлю беру 6 средних картофелин. Кто-то варит борщ без картошки, я добавляю ее всегда. Картофель очищаем. Бульон начинает закипать, поэтому снимаем с него пену. В любом мясе много белка. При нагревании он свертывается и выходит на поверхность воды, образуя пенку. Выглядит она не очень аппетитно, поэтому лучше ее убрать. Фасоль. Я добавляю в борщ 1 стакан красной фасоли, которую предварительно промыла и замочила в холодной воде на 3 часа. После снятия пенки засыпаем фасоль в бульон, накрываем крышкой и продолжаем варить. Картофель нарезаю крупным кубиком. Не все добавляют картофель в борщ, но у меня в семье картофель любят, поэтому он добавляется практически во все первые блюда. Капуста. Капуста – это один из основных ингредиентов данного блюда. У меня большой вилок капусты, поэтому понадобится примерно 1/3 часть вилка. Нарезаем капусту тонкой соломкой. Если капуста молодая, то ее добавляют в самом конце варки. У меня капуста не молодая, поэтому я ее буду добавлять вместе с картошкой. Морковь. На большую кастрюлю беру 2 средних моркови. Очищаю ее от кожуры. Морковь – это почти универсальная приправа, как и лук. В моркови свои витамины, она придает свой вкус блюду. В общем, морковь – это вкусно и полезно. Измельчаю морковь на крупной терке. От способа измельчения подготовленных для супов овощей во многом зависит вкус супа. Нарезка должна быть однородной по форме и размерам и соответствовать форме основного продукта в блюде. Например, в борще основной продукт – это капуста, морковь и свекла. Поэтому капусту шинкуем тонкой соломкой, а морковь и свеклу измельчаем на крупной терке. В совокупности это будет иметь приблизительно одинаковые размеры. Свекла. 3 свеклы средних размеров очищаем от кожуры. От свеклы в блюде зависит очень многое. Будет ли вкусный борщ, красный ли цвет борща будет. Свекла – королева этого блюда, и она должна быть наилучшего качества. Корнеплоды лучше выбирать поменьше, 5-10 см в диаметре. Маленькие корнеплоды обычно самые сладкие, они имеют насыщенный и приятный вкус. Натираем свеклу на крупной терке. Для тех, кто не знает, откуда берется красная водичка в борще, рассказываю. Всему виной сок свеклы, который окрашивает бульон. Поэтому выбирайте свеклу хорошего качества. Качественная свекла по всей поверхности однородна, в ней нет неровностей и полостей. Корнеплод должен быть ровным и твердым. Все овощи подготовили. В бульон еще будем добавлять несколько листиков лаврового листа. 2-3 зубчика чеснока нам понадобится, когда будем делать зажарку овощей. Зеленью укропа будем украшать борщ при подаче на стол. Бульон у меня варится 1,5 часа, из-за фасоли получился такой цвет бульона. Вынимаем из кастрюли сваренные кости с мясом, луковицу, по возможности можете вынуть черный душистый горошек. Кидаем в бульон несколько листиков лаврового листа и высыпаем нарезанную кубиком картошку. Одновременно с картофелем высыпаем вариться и нарезанную соломкой капусту. Еще нам понадобится репчатый лук. Одну большую луковицу очищаем и нарезаем кубиком, после чего обжариваем на разогретом подсолнечном масле до образования золотистого цвета.
После обжарки лука добавляется морковь. Все перемешиваем, немного обжариваем и добавляем свеклу. Перемешиваем наши овощи и продолжаем обжаривать. Минуты через 3-4 высыпаем в зажарку 1 столовую ложку сахара. Перемешиваем с овощами. Затем добавляем половину столовой ложки уксуса. Все обжариваем еще минут 3, не забывая перемешивать, чтобы не давать овощам подгореть. Зажарка должна быть такой вкусной, чтобы вы захотели съесть ее саму по себе, даже без борща. Добавляем в зажарку 2 столовые ложки томатной пасты и продолжаем обжаривать. Зажарка должна собраться в комок, значит она готова. Если это не происходит, можете добавить немного воды или бульона, буквально половину половника. Когда зажарка готова, добавляем последний, но немаловажный ингредиент для борща – это чеснок. Отодвигаем нашу зажарку чуть в сторону, освобождая место для чеснока. Измельченный чеснок немного обжариваем до появления приятного аромата. Как только вы почувствуете приятный аромат чеснока, перемешиваем его со всеми овощами в сковороде и сразу же высыпаем зажарку в кастрюлю с бульоном. В последнюю очередь добавляем в кастрюлю мясо, которое я уже отделила от кости и поделила на кусочки. Все перемешиваем и варим еще минут 5-7. Лавровый лист можно достать. Закрываем наш борщ крышкой и даем настояться хотя бы 10-15 минут. Чем дольше борщ настоится, тем вкуснее он будет. Добавьте в тарелку сметану и свежую зелень. Подайте к борщу сдобные булочки, натертые чесноком. И наслаждайтесь этим наваристым блюдом с кисло-сладким бархатистым вкусом. Если понравился рецепт, ставь лайк, пиши комментарий и не забывайте подписаться на канал.